Вот такая обалденная колбаска, ребята, у нас получилась. Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень вкусную колбаса ветчина любимая. А какие продукты нам для этого надо? Все будет написано в описании под роликом, ребят. Смотрите внимательно. Друзья, говядину мы уже раз перекрутили, она немножко нагрелась. Ее поставили в холодильник, подморозили опять. Сейчас мы еще раз ее перекрутим на решетке, 4. А куриное мясо мы с вами нарежем на кубики. Ну и еще мы взяли говяжий кусочек мяса, стейк, и тоже его нарежем кубиками. При разрезе колбаса будет очень красивая и очень вкусная. И еще очень ароматная. Значит, давайте начнем опять перекручивать второй раз, перекрутим говядину. Друзья, и не забывайте, что постоянно под рукой должен быть градусник. Колбаса любит холод до 8 градусов, чтобы не превратилась в брак. Если вы видите, ваш фарш нагревается больше 8 градусов, значит остановитесь, поставьте его в холодильник на полчаса 40 минут, пусть охладится, и продолжаете его вымешивать или перекручивать, или нарезать. Все зависит от того, что вы будете делать. Ну, а мы сегодня будем делать очередной рецепт от Мишани. Давайте перекрутим фарш. Ребята, наша колбаска будет очень интересная. Она будет состоять из фарша и рубленого мяса, куриного и говяжьего. Ну вот, друзья, мясо мы перекрутили второй раз. Сейчас мы мясо упакуем в пакет и поместим в холодильник. Мясо не должно остывать. Обязательно фарш перед вымешиванием ставьте в холодильник. Друзья, давайте обработаем раньше мякоть голени, это филе голени. От лишнего жира, нам лишний жир здесь не нужен. Вот так. И мясо давайте нарежем, оно мерзлое, его удобно резать. На полосочки, а потом на кубики. Примерно 0,5-1 сантиметр. Филе голени без кожицы. Мясо мороженое, резать его очень легко. Вот такие полосочки, ребят, посмотрите. Вот такие вот полосочки. А потом перевернем вот так и нарежем их на кубики. Вот так. Лишние жилки нам не нужны, ребята. Вот мы будем с вами нарезать филе бедра. Друзья, говядину мы тоже будем нарезать кусочками 0,5-1 см. Желательно, чтобы было подмороженное. Так мы сейчас и грудку куриную нарежем. Нарежем все наше мясо вот такими кусочками. И включимся с вами. Это мы нарезали все мясо наше куриное. Поставим это тоже в холодильник и будем взвешивать наши специи. А сколько и чего нам надо, я вам все покажу и расскажу, ребята. Закроем. И в холодильник. Друзья, значит, у нас в общей сложности 3 килограмма мяса. Готовили наши специи с расчета на 3 килограмма нашего сырья, то есть мяса. Душистый перец, кориандр, черный перец я брал в горошинах. Я люблю их дробленными в этой колбасе. Колбаса будет обалденная. Достанем нашу шикарную мельницу. Можно уже освободить стол. Вот так. Значит, друзья, по поводу специй. Я вам все расскажу. Специи, сколько я давал на 1 килограмм мяса. Значит, нитритная соль у нас
20 грамм, нитритная соль 0,6%, черный перец 2 грамма, ребята, в зернышках, вот черный перец, чеснок 4 грамма на килограмм, кориандр 0,5 грамм на килограмм, опять же брал зернышки, ребята, душистый перец 0,5 на килограмм, мускатный орех 0,3 грамма на килограмм и сахар 1 грамм на килограмм веса. Мясо. Давайте перемешаем все. А вы уже рассчитываете, сколько у вас мяса, вы уже рассчитаете. Я вам сказал, сколько на килограмм, а вы уже рассчитываете, сколько у вас будет мяса. Ну, все, засыпаем нашу шикарную мельницу. И будем крутить, ребята. Свежемолотые специи пахнут, и аромат у них совсем другой, ребята. О, шикарно. И еще, ребята, обязательно 300 грамм ледяной воды. Вода нам нужна для того, чтобы специи хорошо разошлись по всему мясу. И плюс придаст сочность нашему мясу. Обязательно вода, обязательно. Друзья, так как мясо холодное, сейчас я вам скажу, сколько примерно градусов в мясе. Почти 0 градусов. Обязательно надевайте по 2 перчатки. А если есть тепленькая, можно надеть тепленькую, а наверх можно надеть резиновую. Вот что мы делаем. Давайте с нашими специями. Ребята, не пугайтесь, это специи на 3 килограмма мяса. У нас еще килограмм мяса находится в холодильнике. Запах обалденный, я просто не могу передать. Душистый перец, свежемолотый и кориандр. Обалденный запах. Давайте добавим на водичку немножко. Половинку, потом еще половинку. Вот так. Ну и будем вымешивать, ребят. Вымешивать, так как я всегда говорю, тяжело. Например, мы будем вымешивать минут 10 до появления белых нитей в фарше, блеска и липкости его. Мы сейчас немножко перемешаем фарш, а потом будем уже вмешивать курочку, кусочки куриные. Обязательно одевайте по 2 перчатки, чтобы у меня было холодно в руке, ребят. Фарш холодный. Лена, принеси, пожалуйста, мне мясо, то, что я нарезал в холодильнике. Металлической гастроемкости находится сбоку, видишь? Да? Дай мне, пожалуйста. Вот, спасибо тебе большое. Вот наше, ребята, еще и мясо. То, что мы с вами нарезали. Видите, оно примерзло. И очень хорошо. Давайте по чуть-чуть будем. По чуть-чуть. Как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо. Потихоньку, ребят. Хотите вкусно кушать, значит, надо тяжело работать. Вымешивать очень хорошо надо мясо. Вот так. Вот так. Видите, оно какое липкое становится? Вот так. Давайте добавим еще немножечко. Вот так. И опять его туда. И будет классно, ребят, будет очень красиво. Разрез обалденный будет у нас. Я вам потом покажу. И вкус будет такой же. Вот так. Вот так.
И будем вымешивать. Все будем вымешивать до однородной массы, ребят. Чтобы все хорошо перемешалось. Чтобы равномерно упаковались, будем говорить так, наши кусочки куриные. Вот так. Видите, ребят? Вот так, ребят. Сейчас поменяем перчаточку. Но стало вымешивать тяжело фарш, потому что тут много его стало. И стало его тяжело вымешивать. Придется придерживать посуду. Вот. Вот. Друзья, чем лучше будем вымешивать фарш, тем монолитнее и вкуснее будет наша колбаска. И обязательно контролируйте температуру, чтобы она не превышала больше 8 градусов. И вот такой вот, ребята, фарш наш стал. Посмотрите, какой. Вот такой липкий фарш у нас стал, ребята. Вот этот фарш готов уже к набивке. А мы еще минуты-две его перекрутим. И будем упаковывать в мешок. И в холодильник на температуру от 0 до 4 градуса до завтрашнего дня. Ну вот, ребята, фарш мы поместили в пакет вакуумный, завакуумировали. У кого нет вакууматора, может в той же посуде, где он вымешивал фарш, только обязательно, прежде чем ставить в холодильник, накройте эту посуду или крышкой, или пищевой пленкой, чтобы фарш, во-первых, не обветривался, а во-вторых, чтобы фарш не дал запах вашему холодильнику. И поместим в холодильник при температуре от 2 или от 0 до 4 градусов до завтрашнего дня. Пусть все специи между собой подружатся, дадут аромат мясу. А завтра, ребят, мы с вами будем набивать. Друзья, всем здрасте, вы на канале «В гостях у Мишани». Прошло 24 часа. Наше мясо мариновалось в холодильнике. Все специи между собой подружились, отдали свои ароматы мясом. Сейчас мы будем набивать шприц и оболочку. Как всегда, оболочку я замочил в теплой воде, подсолил ее, промыл ее дополнительно и замочил на полчаса. Шприц наш готов, ребят. Как всегда, подводим мясо к концу цепки. Вот видите, ребята, подвели до самого конца края. До самого края подвели, ребята. Теперь мы берем оболочку. Все. Ребят, теперь вы придерживаете одной рукой, слегка придерживаете на цепке саму оболочку, а другой рукой вращаете просто поршень. И поршень давит на мясо, и мясо выходит. Все. Вот это все. Старайтесь плотнее набивать ее, чтобы не было в ней воздуха, ребят. Это очень важно. Видите, какая красивая палочка получается. Палочка-выручалочка. Все.
оттянули немножко поршень назад, потому что когда вы будете вынимать колбаску, мясо может упасть. А так мы подтянем немножко обратно, но воздух не заходит. Такая вот палочка получилась. Мы сейчас сделаем все палочки, потом завяжем и уплотним. Вот такая вот красивая колбаска у нас, ребята, получается. Она будет мраморная. Видите, уже вкрапления вот. Есть вкрапления говядины, красненькие кусочки. Беленькие это бедрышки. Видите, это грудка. Колбаска будет очень красивая. Давайте набьем всю колбаску. Друзья, вот такие красивые батончики у нас получились. Мы сейчас их уплотним, завяжем, сформируем упругую колбаску, и я вам покажу, как это надо делать. Обязательно в другом конце батона оставляйте такую петелечку для крючочков, потому что вы будете подвешивать колбасу в холодильник на осадку. Немножко подтянули. Вот так вы берете ее, вот так, видите, к выходу. И зажимаете. Зажали, закрутили. Видите, закрутили. Опять взяли веревочку. Этим пальцем вы фиксируете ее, а другой рукой вы накладываете уплотнительные кольца. Только не сильно, потому что ее тоже можно порвать, хотя она крепкая. Не то, что ее можно порвать, можно открыть эту часть. Этот узел может просто соскочить, и она у вас выпадет с другой стороны. Все делаем в меру, ребят. Пробуем, чтобы колбаска была упругой. Она не должна быть каменной, просто упругой. Упругая и все. Друзья, колбаску мы перевязали, уплотнили, она упругая сейчас. Сейчас при помощи этого устройства, этой иголочки, будем искать и выпускать пузырьки воздуха. Сейчас мы ее подвесим, как всегда, подложим, подстелим бумажку, пусть лишняя вода с нее стечет. Когда она подсохнет, перестанет капать вода, мы ее поместим в холодильник до утра на осадку. Она должна еще осесть, колбаса, сформироваться как колбаса, лучше склеиться должны между собой частицы мяса, и тогда она будет более монолитной. Все. В холодильник, после того, как она просушится. Ну вот, друзья, так я подвесил колбасу. Видите, как она висит. И все капает, пожалуйста, под нос, бумажка. Когда она высохнет, мы ее поставим, повесим в холодильник на дверку. Друзья, как всегда, колбаса провисела ночь в холодильнике на осадке. Мы ее повесили на 3 часа на отепление после холодильника на кухню. Сейчас происходит первый этап, это сушка. Сушка, опять я повторяю вам, верхний и нижний тен работает, плюс индукция, температура в духовке 50 градусов, до достижения в колбасе 35-40 градусов. Друзья, мы переходим ко второму этапу приготовления колбасы. У нас сейчас в колбасе 40 градусов. Второй этап заключается, верхний и нижний тен у нас включен, плюс конвекция. Температуру выставляем 80 градусов нашей духовки. Внутри колбасы должно быть 57-58 градусов. Второй этап называется жарко. Вот, друзья, закончился второй этап
приготовления колбасы – это жарко. Колбаса набрала цвет. Кстати, какая красивая колбаска стала. Сейчас будем делать завершающий третий этап приготовления колбасы – это варка. Внутри колбасы должно быть 72-71 градус. Ребята, третий этап, кастрюля с кипятком внизу. Будем варить колбаску до 72 градусов. В варке нельзя открывать дверьку духовки, а колбаса варится в пару. Ну, вот, ребята, наш шедевр готов. Сейчас мы ее все вынемем и отправим на душевание. Наша колбаска закаляется, охлаждается. Повесим ее, подсушим. У кого есть возможность коптить, пусть коптит. У кого нет возможности после сушки, поставьте ее в холодильник на стабилизацию. Завтра вы ее попробуете. А я буду коптить. Друзья, наша колбаса пришла в стадию душевания. Она охладилась до 40 градусов. Я ее немножко подсушил. Но она еще тепленькая. Тогда ее можно коптить. Потому что копчение садится только на сухую поверхность и теплую. У меня вот есть дымогенератор. Я его подожгу. И он будет потихонечку тлеть. И будет дымить. Значит, у кого нет возможности ее подкоптить, просто ее просушить и повесить в холодильник на стабилизацию, чтобы все соки и жиры стабилизировались, чтобы она дозрела. Я ее после копчения проветрю, тоже ее повешу в холодильник до завтрашнего дня. Завтра мы ее будем пробовать, ребят. Друзья, наша колбаса проветрилась после копчения, провисела в холодильнике. Сутки, даже не сутки, а ночь. Но сейчас мы ее будем с вами пробовать. Коптил я ее на щепе гикорий и вишня. Коптил 2 часа. Давайте мы понюхаем запах. Ребята, запах божественный, обалденный. Любители копченой колбасы этот запах очень понравится. Очень ароматный запах. Сочетание очень хорошее, ребят. Вот давайте посмотрим, что внутри у нас получается. Давайте, ребята, мы ее разрежем и посмотрим, какая красота у нас получается. Плотненькая колбаска, режется тяжело. И вот такая красота. Кстати, как она блестит. Вот такая красота, ребята, у нас с вами получилась, а? И некрасиво это. Посмотрите, специи наши, вкрапления. Посмотрите, наша курочка, вкрапления. А вот вкрапления нашей говядины, которые мы делали маленькие кусочки. Ребят, давайте посмотрим, как она. Запах. Внутри запах просто божественный, запах обалденный. Давайте посмотрим, наша колбаска режется. Посмотрите, ребят, как тоненько она, посмотрите, ребят. Видите, как тоненькая, она не ломается, ничего, никаких заломов, ничего нет, ребят. Давайте мы ее с вами попробуем, обязательно попробуем. Посмотрите, как шкурочка с нее сходит. Видите? Смотрите, как шкурочка с нее аккуратно сходит. И вот этот слой у нас, видите, дополнительный слой, который придает больше аромат нашей колбаски. Это происходит после жарки колбаски. Посмотрите, какая она гибкая, посмотрите. Она не ломается, ничего не выпадает с нее, видите. Это говорит, что продукт был сделан правильно, вымешан как надо. А вот сейчас попробуем эту колбаску. Запах обалденный. Вкус шикарный, ребят. Такую колбаску с таким ароматом божественным и вкусом очень подходят сюда именно дробленые специи.
Мы ощущаем каждую специю, когда откусываем кусочек колбаски. Каждая специя, вот я покажу вам, все специи, которые были дробленые, они по всей поверхности колбаски. И вместе с мясом это божественный вкус, ребят. Такой вы точно в магазине не купите колбаску. Друзья, пользуйтесь моим рецептом, мне будет очень приятно. Нажимайте на лайки, пишите комментарии. Ваши лайки и комментарии продвигают мое видео. И вообще мой канал. Друзья, я считаю, такая колбаска стоит лайков. А комментарии я вам все расскажу. Пишите, не стесняйтесь. На любой вопрос приготовления колбасы и вообще приготовления я вам отвечу с большим удовольствием. Значит, всего доброго, всем мира и добра, всего самого наилучшего. Всех люблю. До скорых кулинарных встреч. До свидания, ребят. Всего доброго.